Зачем ездить за границу, если в России так хорошо? Эту мантру центральных федеральных каналов мы решили сегодня проверить, отправившись в самый популярный туристический маршрут России – Золотое кольцо. Естественно, при поддержке aviasales.ru. Сразу уточним, что это лучший поисковик дешевых авиабилетов. А еще то, что нас интересует, только первое впечатление о городе. Интересно ли в него съездить, скажем, на денек? Или Золотое кольцо – это приключение исключительно для стариков, в которые не стоит влезать, если вы моложе 32. Может быть, даже свои идеи какие-нибудь предложим. Но в любом случае не будем затягивать, ведь нас впереди ждет 8 городов Золотого кольца, а вас самый масштабный выпуск «Пора валить». Добро пожаловать в Сергиев Посад. Сами вы его выбрали или это сделали за вас экскурсоводы по кольцу? Это неплохой город, чтобы начать путешествие. Сейчас мы на главной обзорной площадке городка, это Блинная гора, и отсюда видны основные достопримечательности. Во-первых, один из крупнейших в России мужских монастырей – Троице-Сергиева Лавра. А почему обзорная площадка называется Блинной горой? Ну, наверное, потому что люди здесь такие: блин, как красиво! Стоит прогуляться по Лавре, чтобы понять, ради чего сюда ежедневно приезжают десятки автобусов с русскими туристами и миллиарды с китайскими. Золотые купола, теплый звон колоколов, белоснежные стены и родные русские просторы. Блин, какая красота! Люблю это место! Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. Либо в 40-х годах 14 века здесь в лесах отшельником жил Сергий Радонежский, и со временем сюда стали приезжать паломники и организовали монастырь, либо на местном языке слово «Сергий» означает «офигенный». Так, редактор мне наушник подсказывает, что у нас прогрузилась Википедия, и все-таки это первый вариант. И татары его сжигали, и польско-литовские войска хотели захватить, и во времена СССР его закрывали, но сегодня это великолепие стоит целое, красивое, ухоженное и облагороженное. И это неудивительно, ведь Лавра находится под охраной ЮНЕСКО. Видимо, вон они. Кстати, интересный факт. Одно из подворий Лавры, церковь Святой Троицы, находится в Антарктике. Интересно, как оно там оказалось? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, мы решили вопрос со строительством храма в Екатеринбурге. Нашли новое место. Такое хорошее, что никто не будет против. Мы за айсберг! Мы за айсберг! Мы за айсберг! Суки пернатые. И не здесь. И мы не можем уйти из Лавры, не послушав звон 72-тонного царь-колокола, второго по величине в стране. То есть это вице-царь-колокол. Кстати, уже пора. Если вам показалось, что в наших сюжетах недостаточно воды, то наша поездка на Гремячий ключ решит эту проблему. Примерно в 30 километрах от Сергиева Посада находится этот источник воды. Естественно, святой. Святой источник. Обычно к этому месту стекаются сотни паломников набрать водицы и образуют огромную очередь. Но сегодня нам повезло. Слышите, какая тишина? Да, ведь сегодня не какой-нибудь важный религиозный праздник, типа обрезания Господня, а простой день окрошки. Поэтому одна половина города на квасном источнике, а другая половина на неправильном. Прикольно, даже не жжется. Как видите, по ухоженной территории у водяного источника все хорошо с источником финансовым. Здесь не просто вода с горы стекает, здесь целый аквапарк в православном сеттинге. Ну а мы, как креативные и предприимчивые видеоблогеры, готовы предложить местной администрации идею рекламного ролика, который привлечет сюда свежую кровь. А именно, тоскующих по отечественному ностальгическому религиозному экотуризму столичных миллениалов. Спорт. Активный образ жизни. Забота о своем теле. Все это невозможно без чистой воды. Воды, которую вы набрали в источнике. Поставляется во всех видах тары
с вашего балкона. Вода с источника. Это просто вода, но ей можно хвастаться в сторис. Сейчас мы заехали в следующий город на нашем пути – Переславль-Залесский, основанный самим Юрием Долгоруким. Крохотный городок, поэтому, Кир, тормози. Кир. А? Ладно. Отлично, мы проехали Переславль-Залесский. Теперь мы в Залесске-Переславском. И я очень горжусь этой шуткой. Поехали обратно. Чем меньше город на Золотом кольце, тем сильнее каждый его квадратный сантиметр пышет русскостью. Кажется, если приложить ухо к этому домику, то можно услышать родное русскому сердцу. Больше других городов кольца Переславлю повезло с природой, ведь его храмы и соборы отражаются в Плещеевом озере. Прибрежная зона Плещеева озера может похвастаться подлинным наследием Петра I. Музей-усадьба Ботик Петра расскажет историю создания потешной флотилии императора. Среди экспонатов музея вы сможете найти, собственно говоря, один из кораблей Петра, пушки Петра, бюст Петра, памятник Петра, вок Петра, картонную вырезку Петра, качели Петра, шестиствольную автоматическую корабельную артиллерийскую установку Петра. Да, помимо деревянных кораблей, здесь представлены и другие военно-морские разработки Петра I, которые он не успел довести до ума при жизни. Например, вот эта ракета. Каких только идей не нахватал себе великий реформатор в Голландии. Эй, Петр, на, хвати. Не, что-то я уже нахватался идей. Ладно, признаю, основная причина, по которой мы сюда приехали, заплатили 50 рублей за вход на усадьбу, еще 140 рублей за посещение всех экспонатов, это потому что я обожаю слово «ботик». Ботик. Вы спросите, может ли что-то соревноваться за внимание туристов с ботиком? Да, может. Есть тут одна достопримечательность, которая настолько крута, что сразу отмечается в Google картах. Я говорю о синем камне. На северо-восточном берегу озера, рядом с подтянутыми кайтерами и пузатыми шашлындистами, лежит синий камень. Он очень древний, меняет цвет, когда намокает, и всем интересно. А нахрена мне смотреть на камень? Но вы проведите денек в Переславле, и 50 рублей за вход, ряды с тематическими сувенирами и короткая прогулка через рой комаров не покажется такой уж плохой идеей. Я взял себе традиционную русскую глиняную свистульку. А я взял традиционный русский деревянный керамбит. Иди сюда, батый ссаный! Я тебе горло переславлю! Круто! А где камень-то? Да вот же он. А, но это же просто... Да. И люди сюда... Да. Но зачем? Я не знаю. Поехали отсюда? Да. На въезде в следующий город написано, что это Ростов-Великий. Это название действительно было распространено раньше, до того, как люди узнали о существовании Ростова-на-Дону, чье население в 38 раз больше, чем у Ростова компактного. Ростова оригинального. Ростова, давайте будем реалистами. Но вот чего городку не занимать, так это возраста. Ему более 1000 лет. Плюс на каждого местного жителя приходится 4,8 купола церкви. Я начинаю замечать в Золотом кольце некий паттерн. Самый заметный, конечно, это местный ростовский Кремль. Он Кремль, потому что его стены никогда бы не выдержали осаду и носят скорее декоративный характер. Ты сделан не из крема. Это была такая китчевая резиденция митрополита, построенная уже в 17 веке. Тут ничего прям супер древнего нет. Это скорее такая небольшая, уютная двухэтажная деревенька, которая успела отхватить себе статус города, герб с оленем, и поэтому... Что? На гербе олень? Я ненавижу оленей, мы уезжаем отсюда! Но ведь еще... Я сказал, уезжаем, а иначе сам будешь кривляться в выпусках. Ладно.
Ярославль первый на нашем пути город с населением более полумиллиона жителей, а цивилизация несет как свои плюсы, так и минусы. Облагороженные улицы в центре. Ублюдская архитектура окраин, Шикарные виды с набережной Стрелки на Волгу. заставленные машинами улицы, Нефтеперерабатывающий завод, который своими размерами поразит меня через 3, 2, 1. ТЦ «Фараон», охраняемый ЮНЕСКО как самое уродливое строение в истории. Зачем я повстречала его на жизнь? Технически именно здесь, в Ярославле, начинается Золотое кольцо. Прямо под моими ногами его нулевой километр. И у меня даже свидетельство есть того, что я видел этот столб. Все официально. Но если вы хотите максимальной бюрократии, то можете заказать себе настоящий паспорт Золотого кольца. Что, паспорт? Мы что, все это время путешествовали по Золотому кольцу незаконно? О, нет. Вы нарушили пункт 3 подпункт 1 Административного кодекса Золотого кольца. Путешествие по Золотому кольцу без паспорта Золотого кольца. Штраф, запрет на любование храмами в течение недели. Нет, стоп. Предоставьте мне адвоката. Извините, он в круизе по Волге. Круто. Я люблю круизы. Если серьезно, то это просто такой буклет, который дает вам скидки в разных заведениях на кольце. Но в нашем случае, когда половина пути уже пройдена, это как-то бессмысленно. Но, в принципе, забавный сувенир остался. Главное, чтобы никто не пронюхал, что у меня 2 паспорта. Очередной псевдопатриотичный блогер попался на своем лицемерии. В наших руках уникальная запись, на которой Руслан Усачев радуется получению своего 2-го паспорта. Паспорта Золотого кольца. Соломку себе решил подстелить на будущее, не иначе. И какой же город Золотого кольца без Кремля? Здесь Кремль называется Ярославский музей-заповедник. И поскольку это государственный музей-заповедник, вход сюда платный 50 рублей. Но зато развлекать вас будут на все денежки. Выставки есть, аниматоры для детей, сувениры продаются. То есть развлечения на все денежки. На все эти 50 рублей. Ладно, есть у Кремля одно секретное оружие. За дополнительные 80 рублей вы получите билетик на аттракцион беспросветной грусти. Ведь здесь, в маленьком вольере, последние 28 лет живет живая медведица. Ее родню убили браконьеры. Саму же медведицу сердобольные люди спасли из лесу. Но, с другой стороны, с начала 90-х она живет вот в этой клеточке. Так что, в любом случае, зрелище довольно грустное. Сколько я помню себя, столько сижу в заперти, здесь с тобой мы похожи. Миш, пойдем отсюда, пока не залип, а то он тебе ногу откусит, как билетерша в 2005-м. True story. В честь празднования тысячелетия Ярославля прокачали местный парк «Стрелку». Теперь в нем можно заниматься всем тем, что любит делать современный городской житель. Ходить в одну сторону, ходить в другую сторону. Думать об одном, думать о другом. Смотреть на людей постранично. Да это посторонняя была, вы просто не поняли. Мы начали объезд Золотого кольца из Москвы по часовой стрелке. Назовем это методом «пора валить». Но единственно верного способа, конечно же, нет. Вы легко можете прилететь в один из крупных городов на пути. О, я знаю, к чему он клонит. Сейчас будет моя самая любимая часть. Больше скажу, вместе с нашим надежным партнером aviasales.ru это можно сделать совершенно бесплатно. Да, речь о розыгрыше билетов. О, я так и знал. Кажется, это будет необычная интеграция. Акция «Бумеранг» позволит вам получить билеты в любом направлении. В подарок. Даром. Ну, вы поняли. Короче, до 31 августа вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Aviasales. Это можно сделать через одну из социальных сетей. Купить билет и ждать еженедельного розыгрыша. То есть каждую неделю кому-то будут возмещать билет. Регистрируйтесь прямо сейчас по нашей специальной уникальной ссылке в описании. Обожаю Aviasales. Хватит отсиживаться дома. Вам пора валить. Да, официальный статус города в Золотом кольце давно не приносит былого хайпу. Возможно, состав этого элитного клуба участников давно пора обновить. Например, Углич рвется, и название у него более кековое. Но наш кандидат номер 1 – это Александров. Ведь именно здесь Иван Грозный убил своего сына и... Александров – столица 101-го километра. Но в Советском Союзе криминальных элементов и тунеядцев выгоняли за 100 километров от Москвы, Питера и прочих городов федерального значения. А как и Можайск, Александров находится прямо вот на границе этой зоны отчуждения. Соответственно, это был дом, даже столица для таких персонажей. Секунду.
Не так давно, если задуматься, отменили закон, то есть Олимпиада 80, чтобы иностранным гостям показать, в каком коммунистическом раю мы живем, за 101 километр отправили уже бомжей, карманников, проституток и форцовщиков. Так тут не смертельно опасно. Тут весело! И раз уж мы в Александровской Слободе, время рассказать веселую историю о холопе Никитке, который с самодельными деревянными крыльями прыгнул. Ой, да-да-да, белые стены, золотые кресты здесь есть в каждой деревне. Но Александров старается быть в тренде. А что нужно подмосковному городу, чтобы о нем говорили в 2019-м? Правильно, огромная вонючая свалка на въезде. Единственная высотка в Александрове – это 9-этажная помойка. При этом в 2013 году здесь еще ничего не было. Так вот, куда из Москвы свезли все квест-румы, фиджет-спиннеры, селфи, палки, песни Егора Крида «Самое-самое», шоу Дружко и предвыборные кубы Навального. Мама, я схожу с ума. А это значит, что я дома. Жаль отсюда уезжать. Такая ностальгия. О боже, мама, пьяный без вина. О! Здорово, Костя! Не вздумай! Нам здесь еще снимать! Ты все портишь на въезде! Давайте поговорим о Костроме. Зацените уникальный для Золотого кольца вид. Я сейчас в самом центре города, а на горизонте ни одного купола церкви. Сердечко дернулось, да, не переживайте. Вон они за деревом прячутся. Но тут действительно интересная планировка города. С одного берега Заволжский район, сохранился в средневековье путанную сеть улочек. С другой — жесткая радиальная система центрального района, заданная генпланом уже в 18 веке. Кстати, поймал себя на интересной мысли. Вот житель любого русского города узнает этот вид. Торговые ряды Костромы, по-простому рынок, где с одной стороны ряды помидоров и черешни, а с другой продается трикотажная униформа бабушки. Но из-за того, что тревел-шоу снимаем, я как-то начал по-другому смотреть на рынки, да и в целом на города. Сравнивать там с Азией, с Америкой, с Европой. Ну, типа, взглядом иностранца смотреть. И понял, что здесь действительно уникальная атмосфера. Привычная, будничная, скучная для нас, местных, но уникальная для туристов. К сожалению, потенциал совершенно не использованный. Если вы где-нибудь видите белую вылизанную церквушку, скорее всего, она относится к богатейшему московскому патриархату, пока остальные грустно стоят в лохмотьях штукатурки. Но что-то я отвлекся. Все же слышали про знаменитый костромской сыр. Здесь есть даже отдельная биржа, торгующая лучшим сырьем. Торговать на сырной бирже проще простого. Вкладывайте свои финансы в головку Костромского и ждете, когда он вырастет в цене. Зачастую, если это не сыр с голубой фишкой, цена не растет, и вам приходится реинвестировать сыр. У Костромского высокая ликвидность. Можно расплавить его на бутере. Сырная биржа ждет к себе в гости всех туристов, кроме жителей Мышкина. Мне почти стыдно за эту шутку, но, видимо, недостаточно. На самом деле здесь все очень удобно расположено. Основные нецерковные достопримечательности видны с главной площади города, с Сусанинской. Вот, например, Каланча. Здорово, Каланча! Здоровеньки! О, класс! Здорово, гауптвахта! Здоровеньки! Класс! Здорово, торговые ряды! Здоровеньки! Здорово, Кострома! О нет. Что происходит? Господи, ты что натворила? А это ж не остановить тебе. Пойдем, пора валить. Чё? Поехали, чё? Миш, чувствуешь? Что? На душе какое-то странное ощущение. Да, есть что-то такое. Понял. Бога нет.
Так мы ж в Иваново, самом советском городе Золотого кольца. О, наконец-то увидим город без церковного доминирования в облике. Конечно, здесь есть заметные храмы. Это Владимирская икона и привокзальный новострой Вознесения Господня напротив ленты. Что очень удобно с точки зрения инфраструктуры района. Но на первых строчках достопримечательностей Иваново стоит не очередной гигантский Свято-Успенно-Троицко-Лавровый монастырь, а представители советской конструктивистской архитектуры. На заре СССР желание сделать жизнь советского человека более советской выливалось в то, что архитекторы и конструкторы постоянно придумывали, что бы еще сделать общим. Переделывали то, что уже есть. Так появилась первая фабрика «Кухня» — общепит. Они придумали общепит. Но и появлялись и абсолютно новые проекты, как этот памятник конструктивизма, 400-квартирный комплекс «Дом коллектива». Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое счастье, где еще такой прогресс? Дома коммуны с общими кухнями, столовыми, прачечными, даже детским садиком. К сожалению, сейчас он больше похож на разваливающуюся коммуналку. Или инновационный для своего времени дом-корабль, который похож на хрущевку с обвесами. В 30-х годах здесь жили представители советской элиты, а рядом, в доме попроще, жили рабочие. Сейчас дом-корабль терпит капитальное крушение. Жители кричат «Полундра!». Крыша дала течь. Жители пытались свистать всех наверх, но выход на крышу закрыт на ключ. Следующим идет дом Подкова, он же... Отличное место, чтобы остановиться. Складывается ощущение, что на Золотом кольце реставрируют только церкви. Да, этот дом сейчас выглядит обычно, но век назад, когда его строили, СССР в плане архитектуры шагали впереди всей планеты. Ну и где, как не здесь, поднять вопрос того, что церкви тоже весьма однообразно выглядят. Почему им достается реставрация, а остальным максимум памятная табличка на обветшалом фасаде? Так значит, надо придумать такую религию, где эти дома станут как церкви. Чтобы во главу угла ставился труд, чтобы была навязана общность имущества и чтобы были задушены идеи капитализма. Найс. Хипстер придумал коммунизм. Не. Разве были в коммунизме такие лагеря, куда ты отправлял людей, не согласных с концептом твоего рая на земле? ГУЛАГ. Да, я придумал коммунизм. Но стоит признать, что в некотором смысле Иваново — это глоток свежего воздуха на заставленном церквями Золотом кольце. Хоть местами все и выглядит Иваново. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Суздаль – предпоследний город Золотого кольца. Небольшая деревня с населением менее 10 тысяч человек. Стоит ли тратить на нее свое время? Стоит. Именно здесь 50 с лишним лет назад журналист Юрий Бычков придумал концепцию Золотого кольца древних русских городов. И Суздаль выиграл больше всех. Теперь это второй по числу туристов на душу населения город во всей России. Кстати, я уже чувствую комментарии, что в предыдущих городах мы что-то где-то не показали. Так вот, Суздаль мы покажем полностью. Вот она. Одной из главных достопримечательностей Суздаля является музей деревянного зодчества. Сильнейший архитектурный ансамбль и магнит для бабуль, у которых тут вертится только одна мысль. Если бы у моей дачи был платный вход, это бы тоже был музей. Да он шутит, естественно. Место уникально тем, что в Суздале не сохранилось объектов деревянного зодчества, их сюда свозили со всей области, старые гниющие здания. Так здесь собрались мельница, дом зажиточной семьи и бесплатный туалет. Например, вот эта почерневшая церковь изначально стояла у кладбища в селе Потакино. Ее-то перевезли, а кладбище, кажется, осталось без защиты. Здравствуй, бабушка. Давно не виделись. Смотри, цветы срезал с дачи. Слушай, я пойду, наверное, в церквуху, свечку поставлю. Черт, церковь увезли. Но если церкви нет, что не дает мертвым вставать из могил? Ну нет, бабуля. Внучок уже не голоден. Ну что ж, погнали. Но несмотря на то, что за экспонатами здесь тщательно следят, Преображенскую церковь за моей спиной не так давно спасали от пожара после двойного удара молний. Какая красивая церквуха, деревянная, это вы ее отстроили?
Красота. Вы опять ее отстроили. Простите, за прошлый раз не стоило. Зачем вы мне опять доверились-то, а? В центре городка за высокими коричневыми стенами вас ждет просторный Спасо-Ефимьев монастырь. И первым же делом бежим в местный собор. Я, естественно, не побегу, но вас ждет зашибатая монтажная склейка. Удивительно, насколько более красивыми, душевными и, что ли, настоящими выглядят вот такие храмы, которые не до конца отреставрированы, там только оригинальные фрески. Не то, что эти пестрые столичные попсовые храмы, забитые туристами. Вы думаете, что раз тут монастырь, то все тишь да гладь. Лютики-цветочки, минута чернухи. На территории монастыря долгое время функционировала тюрьма. Да, с 18 века тут была тюряга сначала для сектантов, провидцев и прочих религиозных отщепенцев. Эта криповая инсталляция наглядно демонстрирует тогдашний зэковый быт. Потом к ним, конечно же, добавили революционеров и декабристов. В советское время решили, чего добру зря пропадать. Устроили политтюрьму, после ГУЛАГ, исправительную колонию. Ну а вышкой уже была тюрьма для несовершеннолетних. В итоге тюрьму превратили в музей. Но, полагаю, перед этим они пытались еще повысить градус. Мариночка, послушайте, нашими заключенными сейчас никого не удивишь. Мы сумасшедших сажали, мы политических преступников сажали, мы даже детей сажали. Нужно повышать градус, а иначе придется закрывать нашу тюрьму и открывать в ней музей. Поэтому, Мариночка, ответьте мне на вопрос, очень важный. Скажите, высаживались ли на Земле инопланетяне? Нет. Черт! Ну, придется открывать музей. Удивительно, но на последних километрах Золотого кольца, когда, казалось бы, от церквей уже должно тошнить, Суздаль приятно удивляет. Секрет в том, что в Суздале выжато максимум православного вайба. Здесь все в церквях. Каждая изба отреставрирована. Единственная опасность — наступить на чью-то духовную скрепу. Макдональдсов нигде не видно, что не может не радовать. Даже жалко отсюда уезжать, но нас ждет последний город Золотого кольца. Но у меня уже есть одна идейка. Конечная точка нашего большого приключения. Соберем оставшиеся силы. Древнейший город, 10 век основания, центр Руси и город-герой. Чем сможет Владимир выделиться среди предыдущих городов Золотого кольца? Ну, конечно же, важнейшим строением Екатерининской эпохи. Местом, которое под завязку забито людьми в любой сезон и которое стало вдохновением для музыкального отечественного хита всех времен. Тюрьма Владимирский Централ. Руслан, запускай дрон. Да, сейчас. Просто мне сказали, что там наши фанаты сидят, и стоит передать им какой-нибудь сувенир. Я подумал, что вот эта призовая карточка, кто ее найдет, тот получит 10 сигарет, зубную щетку и специальную фотографию, которую мы сделали. Ее можно повесить на стене камеры и вспоминать о любимом шоу. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери. Вместимость более 1000 человек. Сегодня эта тюрьма для особо опасных преступников. Хотя раньше она предназначалась как раз для всякой шелупони. И это была бы тюрьма не города Золотого кольца, если бы в ней не было храма. К сожалению, ближе подлететь не удалось. Над Владимирским Централом был сильный северный ветер. Ну а чтобы как-то прогнать из головы хит никогда не сидевшего Михаила Круга, отправимся во Владимирско-Суздальский музей-заповедник. Туда. Интересно, что этот музей не просто здание, которому раз в год толпится куча народу, которые в последний момент вспомнили. Я же обожаю Куинджи Серовского. Нельзя было, что ли, вспомнить пораньше и не толпиться у входа, когда я сам вспомнил? Так вот, это набор архитектурных памятников, которые находятся в разных городах. Например, монастырь в Суздале — это часть этого музея. Там свои выставки, которые сменяют друг друга с течением времени. Ну а во Владимире мы попали... на Донбасс? Хотелось бы добавить, что Михаил Кшиштовский отправился на Донбасс в свое свободное время и вообще был уволен из пора валить еще месяц назад. Ну а классические достопримечательности Владимира, вроде Успенского собора или Золотых ворот, у нас вызывают скорее ностальгические чувства, потому что мы здесь уже были, когда снимали «Пора валить» в Нижний. Да ты вообще уверен, что мы сейчас не в Нижнем Новгороде? Нет, не уверен. Мне уже за 9 городов все смазалось, я ничего не понимаю. Это как храмы. Храмы. Леса, река, деревня, город, храм, лес, река, деревня. Я не понимаю.
Вы смотрели выпуск. Вот этот кадр откуда? Это Сергеев Посад или Александров? Голосуйте, блин, вот здесь, а то я уже нахрен не различаю ничего. Ладно. Но по итогу вы для себя что-то поняли полезное? Все-таки бросить все и отправиться в поездку по древним городам – решение интересное. Ну, лично мне показалось, что пару городов точно стоит посетить. Там Ярославль, он хорош сам по себе, только, причесать надо. И, наверное, Суздаль еще, потому что туристический анклав, там ничего общего с реальной жизнью, но отдохнуть от городской суеты почему бы нет. А какой вывод Михаил сделал? Собственно говоря, кольцу не нужно столько городов. Нужно из каждого поселения взять все самое классное и из этого сделать уже один крутой, насыщенный город. Чтобы была красивая церковь, чтобы было классное озеро с какой-нибудь странной достопримечательностью, чтобы было грустное животное в заперти, чтобы были тоскливые остатки совка, царские торговые ряды, вонючая свалка и, конечно же, огромная тюряга. То есть хипстер придумал Москву? Нет. В этом городе там... Да, придумал Москву. Ну, кажется, у нас время. Сегодня и так дольше обычного. Да, хорошо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, доктор, а? У нас, кстати, были очень прикольные неудачные дубли тогда. Я на них ссылку поставил рядом с ссылкой на конкурс «Бумеранг» от Aviasales. Вот. Офигенно получилось. Все. До свидания.